Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие. О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициал. Сегодня на «Квартирнике» на НТВ Сергей Полунин. Это самое необычное действие, которое происходит у нас в передаче. Добро пожаловать на самый первый в мире танцевальный квартирник, где, конечно же, звезда, артист балета Сергей Полунин. Достаточно сложно представить, что квартирник с подобными артистами можно было замутить раньше, да и что говорить раньше, и сейчас тоже. Спасибо, что согласился, Сергей. Спасибо. Первый вопрос нашей передачи. Как ты стал танцором? Ведь столько интересного в 5-летнем возрасте есть вокруг. Ну, у меня 2 вопроса в жизни, таких глобальных. Это первый, почему дети танцуют? То есть, почему интегрирована в маленького ребенка способность танцевать? То есть, до того, как они еще говорят, ходят, они уже там что-то вытанцовывают. А вторая, кто придумал балет? Таких 2 вопроса меня мучает. Вот, и почему стал танцором? В 3 годика мама повела на танцы, я там танцевал, импровизировал. Не помню этого. С годами пытаюсь вернуться в то состояние, с которого начинал. Я помню, там 7-8 лет уже, когда просто выходил, мне ставили музыку, любую музыку, и ты импровизируешь. И так началась моя карьера в школе. Так мой был первый конкурс. Просто ставили музыку. Это был «Лучано Паваротти» музыка. И я импровизировал. И это было такое, наверное, самое свободное, самое правильное состояние, к чему вот пытаюсь я прийти. И даже в балете, который такая строгая дисциплина, я пытаюсь внести вот эту свободу, когда ты крутишься и не знаешь, ты вправо упадешь и закончишь вправо или влево. Оно добавляет какой-то такой неожиданности, свободы. Когда было мое первое выступление в школе, это очень важное событие, когда вся школа на тебя смотрит. Я выхожу, и они включили не тот трек, и трек был просто водичка, переливающаяся водичка 3 минуты. И я 3 минуты под этот трек бегал туда-сюда, пока не начал самой. Еще надо было еще 3 минуты импровизировать. Но удивительно, потому что ты же весьма молодой человек, и, скажем, твое поколение — это всегда рэп. Все читают рэп, все придумывают песни. Петь не хотелось никогда? Не, я прям счастлив, что у меня это не получается. Потому что это закрыло для меня какое-то другое развитие. И я смог сконцентрироваться чисто на движениях, на теле. Я счастлив этому, потому что я могу сконцентрироваться на одном. Я прочитал одно твое интервью, ты рассказывал о детстве, и мне понравилась фраза, что ты сразу захотел стать лучшим. Что это значит? Всегда нужно стремиться быть лучшим, какой ты можешь быть. Вот всегда я видел свою вертикаль, вот там я могу быть, вот туда иди. Это искусство. Что отличает искусство даже от того спорта? Это то, что кому-то нравится артистизм, кому-то нравится, кто прыгает высоко. То есть здесь нету лучшего или худшего. Я, например, не больше всех кручу пируэтов. Я не прыгаю выше, там, чем кто может другой. Ну, я пытаюсь быть лучшим, какой я могу быть, и приносить какой-то свой просто внутренний мир до зрителя. Потому что здесь нету планки конкурса. Это как картина. Какая картина лучше, какая хуже. Вот такой вот Сергей Полунин.
А сейчас я хочу на эту сцену пригласить группу, которую очень люблю. Это группа «Афинаж». Это отличный коллектив. Поболтать, если что, погляди сквозь облако, что я тебя навестить пришел. Так просто прыгаю, толстаю, прыгаю, толстаю, прыгаю, толстаю, до небес достаю. Пришел, не хочу, ни о чем просить нечего. Не тяжелее, не легче. Я простак от души до пят. Выходи поболтать просто так. Ни о чем не хочу молить. Просто выгляни. Сергей Полунин, «Афинаж». Так как артисты балета после танца... Слабенькие. Да, после танца должны все-таки отдохнуть и отдышаться, то я попрошу группу «Афинаж», мою любимую группу, спеть что-нибудь. И теперь это еще и моя любимая группа. Это прямо... Мне ее посоветовали. Отдышался. Отдышался. Вот, и редкость, когда встретишь что-то уникальное. Я сразу загорелся с первой секунды, с первого момента. Так что мне вы очень нравитесь, я вас слушаю теперь. Слушай, а какую музыку ты слушал в детстве?
Первая моя музыка, которую я услышал, единственная кассета у моего папы была в магнитофоне, это Агата Кристи. И после этого для меня музыка ассоциируется именно с Агатой Кристи. Вот это «Опиум для никого». Я ее реально годами слушал. Это единственная песня, которая была в магнитофоне. А шаг влево, шаг вправо, там рэп, «Ласковый май», вот это все, не? В принципе, нравится мне «Ласковый май», мне нравится. Точно? Мне нравятся белые розы, а мне по чердакам гулять. Не, ну вот Агата Кристи, конечно, такая прям первая любовь, такая серьезная группа. А скажи, а кроме Агаты Кристи, вот самый любимый, что-нибудь потом появилось? Ну, Афинаж, понятно. Сейчас разнопланы и Эминем, 50 центов нравился, там Мерлин Мэнсон. И мне Киркоров в какой-то период нравился. То есть я же говорю, у меня разноплановое, и у каждого есть там, у Лепса есть песни. Нет, ну ты знаешь, почему я тебя спросил, не хотелось бы, там, как все, стать рэпером в юном возрасте? Все-таки ты открылся. В общем, да, раскололся. Но не страшно. Афинаж. Афинаж. А скажи мне, Сергей, танцуешь ли ты по нотам? Я увидел, у тебя здесь лежит нотный лист. Я не могу отхлопать никакую музыку, и 5 лет учения музыки я не могу читать музыку. Я не знаю, что там написано. А 5 лет учения музыки — это что такое? Частные занятия на
пианино. Моя мама тратила на это деньги, и я никогда не смог одну песню даже сыграть. Ни мое не хотел, все сопротивлялось. И в школе я подкупил, можно было подкупить в тот момент на поступлении, чтобы отхлопать музыку на поступление. Причем была такая что-то там... Вот это да. Но оказывается, связь отобразить музыку и слышать ритм, оно разное. Я чувствую музыку, у меня там свое измерение, но я не могу ее спеть или отхлопать. Прям вот не мое. А скажи, а когда на душе хорошо, хочется что-нибудь напеть, намурлыкать? Чуть-чуть, да, что-то, наверное, но неосознанно. Вот как мне сложно танцевать, если это не работа, и петь. Мужчины, знаете, не поют и не танцуют. Вот я вот на вечеринке стою. Меня когда-то позвали... У нас был импровизационный номер с гитарой, и там был и Ди Каприо, и топ-100 компаний в мире. Вот, и все в один момент начали танцевать под диджея. И я вот весь вечер стоял. Там Ирина Шейх танцует, Ди Каприо. Я стою, я один выпил, второй стакан, третий, четвертый. Воды. И я не могу себя заставить, пока МакКонахи с толпы выходит. А до этого он после моего выступления подходит, говорит: что для тебя танец? И я говорю: свобода. И он смотрит, что я стою абсолютно несвободный, а он с женой, там у него бандана, не знаю, что он съел в этот момент. Он, значит, как в джунглях что-то там танцует, и он выходит ко мне и втягивает вот в эту тусовку. Я прям не могу себя заставить танцевать. И он танцует, и подходит, и мне на ухо: «Freedom». Сергей Полунин. Это немного у нас такая, в принципе, импровизация. Я даже не знаю, услышу я правильно ноты, потому что под баян эту мелодию никогда не слышал. Это одна из моих любимых мелодий. Но вот хотел попросить Афинаж со мной сделать этот номер, «Мунную сонату». Так это вариант джема, да? То есть вы Я, в этого принципе, никогда не делали? хореографию знаю, но если я где-то собьюсь, следующие 7 минут я не буду знать, где я. Всем удачи.
Сергей Полунин, Александр Криковец. Я хотел задать тебе вопрос, если ты... Ты нормально уже? Да, все? нормально. Пришел в себя? Да. Как ты попал в Англию в юном возрасте? Попал в Англию. Опять моя мама виновница этому, но тоже с помощью от папы. Моя мама ляпнула моему папе. Говорит, а может быть посмотреть в школу в Лондоне, может мы переедем туда и все. Вот так вот как бы сказала ему. Вот, и мой папа реально связался со своим другом в Лондоне. Тот пошел к директору в школе, разузнал, что нужно прислать. Вот, и мы направили документы. И это была такая спонтанная случайность. Но кто-то, как и с этим проектом, серьезно за это взялся. Спасибо команде. А ты поехал без знания английского языка или что-то знал? Я был счастлив до бесконечности, потому что, во-первых, это был 9 класс, это экзамены. И я знал, что я не буду учиться. Если я туда поеду, это будет чисто балет. Это моя была главная задача, потому что прям вот не мое было учиться. Покупал себе тройки, чтобы не отчислили. У меня была единственная вот это вот, пожалуйста, уехать, чтобы эти экзамены не сдавать. Я попал туда, это называлось «Белая ложа» в Королевском парке. Там были олени, попугаи. Я ощущал себя Гарри Поттером, потому что прочитал только эту книжку. И там реально вот все как в книжке. У нас было по комнатам по 6 мальчишек. Какой-то был бардак, но было весело. И мне даже понравилось, что я не знал языка, тебе ничего не трогает. Мне могли сказать что угодно. Оно меня никак не касалось. Первые какие-то, наверное, дни, недели нужно было отстоять свое право. Там были драки какие-то такие мелкие. Вот я схватил ножницы, и все, больше после этого меня никто не трогал. Как-то ко мне нормально относились. Я один из немногих иностранцев был в школе, в основном англичане. Лучшее время, наверное. Сергей Полунин. Я хочу пригласить на эту сцену Виталий Кись, один из лучших классических гитаристов. Я так же, как и вы, первый раз сегодня буду это слышать. Так что будет что-то новое, и будет уникально как для вас, так и для меня ваша музыка.
Сергей Полунин на квартире на НТВ. Виталий Кинс. А скажи, пожалуйста, я про историю вот наших музыкантских квартирников знаю все. А было ли что-нибудь подобное у вас, когда собиралась большая компания, и ты пришел в гости и говоришь: Сереж, станцуй? Или ты показывал какой-то новый номер на глазах у своих людей, которые были в гостях? Дома такого не было, но вот была такая серьезная на Рублевке вечеринка с разными людьми, не буду называть имена. И я уже станцевал свой номер, пошел уже отдыхать. Отдыхаю. И выходит на сцену Пресняков. И говорит: Сергей, мы должны были клип снять 2 года назад, не получилось. Говорит: выходи, танцуй. А я уже в смокинге, в рубашке. И все, пришлось танцевать такую импровизацию на маленькой, там, 3 на 2 метра сцене. А Пресняков не мешал тебе? Не. Крутая песня. Я хотел, чтобы сегодня он ее исполнил, но он сегодня не получилось. Но вот, получилось очень круто. А скажите, скромный вопрос касаемо вас, артиста балета. А вы иногда выпиваете перед выступлением? Вот именно петь... Не, именно... Нет, Сереж, я не имею в виду вот, ну, такие... Опасно именно выпивать, потому что ответственность, прежде всего, перед балериной. Вот, если что-то отрезвляет, то это можно. А то из-за чего ты можешь потерять бдительность, я бы не советовал и сам никогда не пил на сцене. Вот, хотя... Вот на этой вечеринке мне понравилось танцевать. Вот Сергей Полунин на квартире на НТВ. Ну, я вижу, что Сергей уже отдохнул, и поэтому на эту сцену я хочу пригласить Глеба Матвейчука. Мне осталась одна забава, пальцы в рот да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верил, горько мне, что не верю тебе. Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать. Розу белую с черной жабой я хотел на земле обвенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коль черти в душе огнестились, значит ангелы жили в ней. Золотые далекие дали все сжигает житейская бред. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Вот за это веселье
со мной. Чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие благодать положили меня в русской рубашке под иконами умирать. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот, да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что бахавник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верю. Горько мне, что не верю теперь. Сергей Полунин, Глеб Матвейчук, Виталий Кис. Ну, пойдем теперь в Англию. В Англии у тебя закрепилось такое звание бэд-бой и прочее, прочее, скандальная репутация. И тем не менее, спустя 2 года ты стал премьером. И как это, и что это? Ну, в балете топ. Куда ты можешь прийти, это быть премьером в театре. Вот и ты через 9 лет школы, там, 5 лет в театре идешь к этому. Вот, и когда приходишь, ты, в принципе, больше уже некуда двигаться. Ну и в Лондоне то же самое, что и везде быть премьером. Получаешь зарплату, танцуешь. Ну ты, как я понимаю, ты стал самым молодым премьером за все время, да? Потому что обычно премьерский титул это лет в 30, да? Не, это по-разному в России. Мне кажется, даже чуть это быстрее случается. В Лондоне ты должен пройти все ранги, поэтому у них чуть-чуть замедляется этот рост. Вот, и я за 3 года его прошел. Но потом, как я понимаю, тебе надоело, и ты... Или ты надоел? Не-не. Действительно надоедает, 5 лет на одном месте. Еще у меня школа была 4 года на одном месте. Хочется куда-то двигаться, путешествовать. Вот. И танцовщики, они такие люди, которые живут в студии. И ты, в принципе, не имеешь возможности почувствовать, что такое жизнь. Много работы. Ну вот в британской прессе много ходило слухов о твоих каких-то там безумных вечеринках и прочее, и прочее. Я, конечно, понимаю, что ты на это не ответишь, но было или нет? Какие-то там необычные выходки, знаешь, вот. Но мне кажется, у нас у всех какие-то выходки были. Просто в культуре, вообще в обществе об этом не принято говорить. Что для меня странно, потому что даже дети, там, тинейджеры должны об этом знать. Мне кажется, что это важно. Про это говорить, это нужно проходить. И нужен, конечно, всегда возле тебя наставник, который всегда вовремя про это расскажет. Но у меня не было наставника на тот момент в Лондоне. Вот, и я реально думал, обезболивающие – это хорошо для моего тела, потому что я не чувствую усталости там, или боли. Значит, это хорошо. Вот, через сколько-то лет употребления большого количества обезболивающих у тебя там желудок перестает работать нормально, или сердце. То есть об этом нужно рассказывать, но всегда должен быть прежде всего родитель и наставник. Это очень важно в любой культуре. Мы про это иногда забываем. А потом тебя понесло в Америку. Или с Америкой не сошлось? Я всегда мечтал в Америку. Про Россию не думал, так как уже была пропаганда такая серьезная против России в Англии. Я побаивался Россию. Вот, и у меня было направление, как у Барышникова. Я думал, нужно в Америку, страна возможностей. Туда приехал, никаких возможностей не нашел. И мне сказали, возвращайся в Россию, докажи, что ты танцуешь, адекватный, и возвращайся в Америку, мы тебя ждем.
И я поехал вот в Россию. Тоже была для меня абсолютно другая культура, незнакомая, потому что правила все равно жизни, они другие, чем в Англии. Сергей Полунин и «Квартирники» на НТВ. Так как ты сам подбирал материал, под который ты будешь танцевать, почему ты выбрал песню «Шамана»? Возвращаясь к судьбе, в тяжелое время, когда началось СВО, я приехал через месяц в Россию выступить, порвал себе ногу, порвал ахилл, и все. И мне доктор, значит, дает видео, говорит, Коби Брайант за 7,5 месяцев, говорит, восстановился. А у меня другого выбора нет, потому что все держится на ногах. Вот я себе ставлю задачу 3 месяца. Мне зашивают ногу, говорят, больше не порвется. Я возвращаюсь в Россию, и мне близкий друг в Севастополе присылает песню, говорит, вот под эту песню, а песня называется «Встанем», давай выступишь. Я не то чтобы танцевать, я ходить не мог. То есть у меня остается где-то месяц до выступления. И вот песня «Шамана» «Встанем» в моей судьбе, как бы встанем с поломанной ногой. Я в итоге за 4,5 месяца вышел на сцену и станцевал под «Шамана» «Встанем». И после этого у нас началась дружба. Просто судьбой дана эта песня. Встанем? Встанем, да? Встанем. А сейчас на эту сцену я приглашаю Ярослава Дронова, он же «Шаман». Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем, песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли.
Шаман. Сергей Полунин на Квартирнике на НТВ. Спасибо, что позвал. Спасибо. На самом деле, пока ты далеко не убежал. Сереж, а ты в силах вот вдогонку еще одну песню станцевать? Или поговорить, а потом... Да, чуть-чуть поговорим. Хорошо, тогда вопрос у меня к тебе будет такой. Снимался ли ты в эротических фильмах? Ты Сейчас хотел... эту тему... Нет, я видел какой-то фильм «Убийство в Восточном экспрессе». Вот это получше. Ты там был венгром. Я даже не Каким-то помню, кем я князем ты там был. Но не голый. Вообще опыт кино интересный. Одну из задач своих я воплотил в своей жизни – это сняться в кино. Я шел к этому 5 лет, а в 1 год снялся в 5 фильмах со звездами. Я, к сожалению, не учился на актера. Это вообще другая специфика, очень интересная, но это должны делать профессионалы. Я не считаю себя в кино профессионалом. Я такой просто случайно там оказался и вернулся в балет. А скажи, ну у тебя были серьезные партнеры, там Уильям Дефо, да, Мишель Пфайффер. Но они, наверное, догадывались, что ты пришел все-таки в кино не из киноискусства, а из балетного. То есть они относились к тебе нормально, не жлобились? Что меня удивило, какой интерес они проявляли к балету, что я делаю утром, как завершается день, сколько репетирую. У всех актеров. От Пенелопы Круз до Дефо, который приходил ко мне на репетицию, я это как-то увидел этот интерес именно к танцу. Ну, не журили тебя за несовершенную игру в кино? Было такое у меня внутри просто состояние. Я говорю, знают ли они, что я абсолютно не знаю, что здесь происходит. То есть я сижу, идет съемочный день, я смотрю, что они делают, и от них пытаюсь что-то там... И как-то получилось, что мне никто ничего не говорил в кино. Подожди, а как? Ну тебя пригласили как характерного актера? Как? Дали сценарий, и вот я там. А почему тебе? За красоту, за тонкость, за что? Тоже не понял. Не понял, за что. Потому что, ну, обычно все-таки за какие-то профессиональные качества, там, за высокий рост, когда нужно достать воробушку, там, ну, я не знаю. Была проба. Я в жизни никогда не ходил ни на какие пробы. И мое эго настолько стало большим в этот день, когда нужно было... Я 8 часов себя уговаривал не идти. Я говорю, я буду свое кино снимать. Зачем оно мне нужно? И оно настолько раздувалось, что я практически не пошел на эту пробу. Потом пошел. Поставили камеру, никого не было. Просто камера. Я прочитал текст несколько раз, подсматривая. Они говорят, спасибо, мы вам перезвоним. Я говорю, да не переживайте. Я говорю, ничего страшного. Я уже себя похоронил в актерской деятельности. Вот, и мне перезвонил директор Кеннес Браннет. Вот, и говорит, очень понравилась проба. Все, берем. И все. И в следующий момент я уже там сижу, пытаюсь играть. А сколько у тебя фильмов? Наверное, фильмов 5. А ты играл роль полностью или тебя убивали на 6-й секунде? В одном меня убили... Причем это Дженнифер Лоренс, она меня избила палкой в бане. Голова. И все, да. Была такая... На первых 6 минутах я умер. Вот, но я согласился, я не читал даже сценария, я не знал. Я увидел, что Дженнифер Лоренс. Я говорю, да. И мы приходим, и нас там человек 4 разговариваем, что никто сценарий не читал. И вот так вот за деревом сидел сценарист фильма. Да, были моменты, когда вот я снимался, только не говорите про что это, во французском кино, и нужно было играть по-французски. Французский язык. И у меня тогда была такая сумасшедшая история с Инстаграмом. Вместо того, чтобы учить текст, я саморазрушался в Инстаграме. Приезжаю в кино, смотрю там, наверное, человек 300 что-то строят, какие-то грузовики, машины возятся, люди бегают. И я понимаю, это все, в принципе, для человека, который не знает текста. Приходилось клеить на актрису слова, чуть-чуть на руку наклею, чуть-чуть ей, чуть-чуть на машину. Вот как там открываешь дверь, я на дверь, текст. Но так, к счастью, поступал Жерар Депардье, и французы с этим окей. Круто.
Ну тогда еще один вопрос. Шаманом петь будешь еще? У нас за кулисами такая спонтанная идея, если честно. У нас сегодня в гостях мой друг Стас. Вот. Мы поговорили с Ярославом, он сказал, фантастическая идея, чтобы под его песню он станцевал, а я понаблюдаю. И это будет для меня такой, как и для зрителя, подарок, вот что Стас для нас исполнит танец. Ну тогда выходи. — 2018 год, и Ярослав появился у нас, я не помню, после какой-то программы, что ли. Напомни мне. Мы подружились, я просто к вам напросился, по-человечески. Да, мы еще записали с тобой песня 3, наверное, да? Песня 3, да, абсолютно верно. Но вот среди них такой ласточкой оказалась именно песня «Танцы на стеклах». Сейчас бумеранг, никак иначе. 5 лет, юбилей с момента самого первого исполнения здесь вот на Квартирнике. Ну, хочу тебе сказать, что мы, в принципе, выросли все. И ты с песней, и наша программа. Я надеюсь, что мы не только выросли, но и изменились в лучшую сторону. Хотя вы, Евгений, всегда прекрасны. Вам не нужно меняться. Оставайтесь всегда. Молодец, что постригся. Напросился на комплимент. Напросился, а? Да, Ярослав Дронов. Споем. Тихо, тихо, днем
Смилявский, Сергей Полунин, шаман на первом в мире балетном квартирнике. Спасибо. Стас Милявский. Но вопрос может быть корректный, может быть не очень корректный. Ходит легенда о твоих татуировках. Как это, с чего вдруг, в смысле, с чего началось? Началось все в Киеве. Был День города, и я всегда хотел шрамирования. То есть меня привлекали греческие и римские войны, и я считал, для мужчины то, что должен иметь мужчина, это шрамы. Вот. Но так как был День города, все места с шрамированием были закрыты. И было открыто одно место, где делали татуировки. И я пошел и сделал татуировку шрама. С этого пошли мои многочисленные татуировки. Но ты же все-таки балетный, да? Ты танцуешь с голым торсом, а там это... Нормально? Когда я начал делать, первое, что сделали в Королевском балете, это собрали всех и сказали: запрещаем делать татуировки. Я через неделю сделал себе на руке, по-моему, или где-то на видном месте сразу же. В тот момент у людей не было татуировок, и если у тебя татуировка на руке, значит, ты не мог в офисе работать. То есть это была такая запретная чуть тема, и мне казалось, что те люди, у которых там на лице, на руках татуировки, это свободные совершенно люди от всего. И мне действительно нравится атмосфера в татуировочных местах, такие свободные какие-то, без правил люди. Вот. Но это такой своеобразный кайф, после чего нельзя остановиться. То есть нет предела совершенству? Будешь украшать дальше? Был момент у меня, когда я хотел все свести. Я 15 даже раз ходил на удаление татуировок, а потом решил обратно делать. Ну что ж, за постоянство. А сейчас я хочу на эту сцену пригласить своих старинных друзей, группу «Воскресенье». было звезд, упавших с небосклона. О, сколько было слез, о, сколько было стонов, пламенный полет звезды, сверкающей вдали и остывающей в пыли. Мой друг, считать себя счастливцем, оглянись, а вдруг кругом чужие лица, но не торопи тоску. Теперь тебя никто не спросит, кого любил и скольких бросил. В свой самый лучший день, в свой самый лучший час, пускай любовь из нас, друзей ушедших теней, из темноты зовет.
Сергей Полунин, группа «Воскресенье». Хочу вам сказать, друзья мои, что круче подтанцовки у нас никогда не было. Сергей Полунин! Сергей, вопрос полуциничный. А правда ли, что у тебя была эротическая фотосессия с Памелой Андерсон, где из одежды у тебя была только шляпа? Да, была у нас. Это благодаря Дэвиду Ле Шапелю. Но у Дэвида такая фантастическая, интересная энергия. Он умеет всех раздевать, всех звезд. Но он делает это настолько вкусно, настолько умно, что все ему доверяют. Вот, а Памела, она фантастический человек. Очень добрая, отзывчивая. У нее большое сердце, я помню. Она действительно человек, который переживает. Вот она не раз приезжала в Россию. Так что у нее такое большое благотворительное сердце. Вот она лучшая подруга Дэвида Ле Шапеля. Вот. Но фотосессия была интересная. Она была очень скромная на ней. Да. Но результат интересен. Вот это благодаря Дэвиду Ле Шапелю. Скажи, да ты так активно сотрудничаешь с ведущими модельерами мира, да? Сотрудничал. Сейчас много каналов закрыты. Вот, но у нас такие теплые были с Dolce & Gabbana отношения. Они даже коллекцию под меня думали сделать. Вот, но сейчас мировые бренды закрыты, но это не беда. Будем развивать свои бренды в России. Так что... Ну и тогда, знаешь, меня, в принципе, съемочная группа попросила как-то тонко выяснить у тебя историю знакомства с твоей женой. Говорит, какая-то была интересная история. Расскажешь? Интересная, немного мифическая такая. Я тот человек, который не общается с людьми по соцсетям. То есть, да, я использовал соцсети для саморазрушения, но я не общаюсь ни с кем там. У меня вот этот период был где-то 3-месячный, где я просто все максимально разрушил для себя. Вот, приехал в Россию на тур, и у меня был последний завершающий концерт, и кто-то с зрительного зала мне кричит: «Сергей, проверьте свои сообщения». Вот я захожу, вот так вот листаю, а там, я не знаю, за сколько времени, это люди что пишут, я вот так вот мотаю, и останавливаюсь вот на Елене. И понимаю, что-то я тут чувствую какой-то вот посыл энергетический. То есть я думаю, я сейчас ее потеряю. И если она мне еще попадется, значит, это судьба. Вот я ее теряю, вот так вот опять провожу, опять останавливается на ней. И я понимаю, что я буду с этим человеком. А до этого мне Елена просто написала благодарность за документальный фильм, за мой талант. И все, и удалила свои сообщения. Она не думала, что я отвечу. Я ей написал, и вот мы встретились. У нас все бурно произошло. Вот у нас уже 2 детей. И у меня такое было ощущение, что я прожил какую-то карму. Да, я разрушил все, но она меня вознаградила любовью. Сергей Полунин, группа «Воскресенье». Один и глядеть в чужие окна, в суете немых картин, отражаться в мокрых стеклах. Мне хотелось бы узнать, что вас ждет и что тревожит ваши сны. Но вот опять
мы скитались, а теперь мы живем в хрустальных клетках. И теперь чужая радость не осушит наших слез, и нам осталось только ждать. Какая малость ждать того, кто не придет. Трудно ждать себе, не веря, все стерпеть еще труднее. Зажгите свет, откройте двери. Быть может, мы еще успеем. Быть может, мы сейчас услышим грохот людей в реке. И я из дома вышел и увидел, я один, и только снег на крышах. Земле тепла, и мне казалось, я солдат вселенной, мировой войне добра и зла. И грянул бой на целый белый свет, и через миг земля очнулась ото сна. А наяву, как всегда, зима, то весна. То зима, то весна, то зима, то весна, то зима. Группа «Воскресенье». Алексей Романов. А ты сам отбираешь музыку для танцев? Музыка приходит по судьбе, никогда не задумываюсь, что, когда. В нужный момент она приходит, и правильная комбинация артистов происходит, и доверяешься Вселенной, просто надо довериться, что все будет хорошо, и просто быть в моменте. Ну что ж, я доволен такой Вселенной. Спасибо, что ты выбрал нас. Сергей Полунин. Будем возвращаться туда, откуда мы и начали. С Эдуарда Артемьева.
Сергей Полунин на квартирнике на НТВ. Я обычно делаю вот этого голубя в конце передачи, но я решил отдать Сергею, пускай он кому хочет, а мне отдаст. О! Сергей Полунин! Спасибо вам большое! Выясняли, кто танцует, кто поет?